Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Напомню сразу же, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть, узорчики универсальные, и, естественно, подбирайте под свою пряжу крючок. У меня сегодня будут ниточки, называются они Газал Baby Cotton. Смотрите, это по составу 60% хлопок, 40% акрил. Кто еще не работал с этими ниточками, смотрите. Моточки небольшие, в 50 граммах находится 165 метров. И советует производитель, берите крючок 2-3 миллиметра. Так, смотрите, сразу же цвет, если кому понравился, 34-23. Я беру крючок номер 3. Так. Вы подбираете под свою пряжу свой крючок, в зависимости от плотности вязания, в зависимости от эффекта, какой хотите сделать. Более воздушный, более плотный узорчик. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 9 петелек. Ну, например, давайте наберем с вами, получается, 3 раппорта, это получается 27 петелек. И еще 7 петелек дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, итого, получается, я набираю 34 воздушные петельки. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот. Мой будущий образец. Далее, смотрите, делаем накид. Накид, воздушную петельку делаем. И отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку мы провязываем столбик без накида. Оп, и 2 петельки вместе. Дальше в следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Есть. В следующую петельку точно так же столбик без накида. И в следующую, и во все последующие мы провязываем столбики без накида. Понятно? Сами себя контролируйте. Количество петелек, которые вы набрали, и количество столбиков, которые вы провяжете, должно быть одинаковым. То есть, если я набрала 34 воздушные петельки, у меня должно получиться 34 столбика без накида. У вас может быть больше или меньше, в зависимости от того, сколько петелек вы набрали. Понятно? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали столбики без накида. Далее смотрите, что мы делаем. Воздушная петелька, поворот. И провязываем сюда же, в этот же столбик, столбик без накида. Есть. Дальше. Следующий, получается, столбик нырнули и провязали тоже столбик без накида. Итого 2 столбика. Далее делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В четвертый провязываем столбик без накида. Раз. В следующий провязываем столбик без накида. 2. Видно, да? 2 столбика. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в следующий, в третий, провязываем столбик без накида. Раз. И в следующий столбик без накида 2. Угу. То есть такая вот большая арочка, маленькая арочка, а между ними по 2 столбика. Итак, 2 столбика провязали, делаем большую арочку. Раз, два, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. И в четвертый провязываем столбик без накида. Есть. Второй столбик без накида. Есть. После большой арочки идет маленькая арочка. 2 воздушные петельки. Раз, два. И пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем столбик без накида. Раз. И за ним в следующий столбик провязываем столбик без накида 2. Поняли, да? То есть ваша задача столбики, большая арочка, столбики, маленькая арочка, столбики, большая арочка, столбики, маленькая арочка и так далее до конца ряда. Договорились? Давайте самостоятельно в конце ряда встречаемся. Так, получились у вас большие маленькие арочки. Закончили мы ряд, получается, вот 2 столбиками без накида. Далее 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. Теперь будьте внимательны. Делаем 2 накида. И вот наш следующий столбик.
мы ныряем в него и провязываем столбик с 2 накидами. Смотрите, провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Видите, какой высокий столбик получается. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И непосредственно в арочку ныряем и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь мы ныряем в следующую арочку, в маленькую. Но смотрите, какая особенность. Делаем накид, нырнули, вытянули ниточку и, смотрите, получается, провязали и дальше стоп. Держим на крючке. Накид, еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид, 3 раз нырнули, вытянули, провязали 2 петельки, 2 петельки, все, держим на крючке. У нас получается 3 петельки от столбиков и 4 петелька, которая была на крючке изначально. И провязываем все наши столбики вместе. Раз. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Точно так же проделываем такой же вот пышный столбик, вяжем. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. 2 раз нырнули, провязали 2 петельки, стоп, накид. 3 раз нырнули, вынырнули, да, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Опять 4 петельки провязали вместе, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И делаем точно так же в эту же арочку 3 пышный столбик, точно такой же. Раз, два, три. Провязали все петельки вместе. Оп. Видите, у нас с вами как бы сформировались вот такие вот интересные пышные столбики. 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся опять в большую арочку и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И в маленькую арочку мы будем провязывать точно такие же пышные столбики, как и здесь. Понятно, да? Все, несложно. В большую арочку 1 столбик, в маленькую арочку вот таких 3 пышных столбика. В большую арочку столбик без накида, в маленькую арочку 3 пышных столбика. Справитесь самостоятельно до конца ряда? Я думаю, справитесь. Давайте самостоятельно, в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца, как заканчиваем ряд. Помните, да? Сделали 2 воздушные петельки, у нас осталось вот такие вот 2 столбика. И чтобы выровнять высоту нашего ряда, мы должны будем сделать столбики с 2 накидами. 2 накида, в первый столбик нырнули, провязали 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида и в следующий столбик точно так же провязали столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же в этот же столбик, столбик без накида. Раз. В следующий столбик, столбик без накида. 2. Теперь 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И смотрите, вот у нас стоят пышные наши столбики, да? Пышный столбик, пышный столбик, пышный столбик. Между ними арочки. Вот будем работать с этими арочками. В первую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Раз. И сюда же столбик без накида 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. В следующую арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Раз. И столбик без накида 2. Вот получается у нас такая картина. Как бы немножечко выравнивается краешек, да? Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И точно так же перепрыгиваем. Вот первая арочка, вторая арочка. Первую арочку столбик без накида 1 и сюда же столбик без накида 2. 2 воздушные петельки. 1, 2 и в следующую арочку столбик без накида 1, столбик без накида 2. Если внимательно посмотреть, то мы повторяем с вами точь-в-точь самый-самый первый ряд. Заметили? Точно так же арочка большая, арочка маленькая, большая, большая, маленькая, маленькая. Угу. Все, давайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, провязали до конца ряда и закончили, получается, наш ряд. Вот, 2 столбика без накида. Далее 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Помним, да? Провязываем столбик с 2 накидами. Итак, нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2.
Теперь смотрите, повторяем точно так же, как мы провязывали с вами там, где был ряд с пышными столбиками. 2 воздушные петельки. 1, 2. И беремся за большую арочку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот наша маленькая арочка, помните, да? Мы в нее провязывали 3 пышных столбика. 1, 2, 3. Провязали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же второй пышный столбик. 1, 2, 3. И провязали все вместе петельки. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И третий пышный столбик сюда же в эту маленькую арочку. Накид. 1, 2, 3. Провязали все вместе. 2 воздушные петельки и опять переключились на большую арочку столбиком без накида. Угу. То есть вы, получается, повторяете точь-в-точь второй ряд узорчика. То есть если внимательно посмотрите, получается, сам по себе узорчик представляет 2 ряда. В начале арочки идут, потом пышные столбики, да? Потом опять арочки, так, большие, маленькие. Потом возвращаетесь пышными столбиками. Все, ничего сложного. Так? Схемку я, к сожалению, не прилагаю. Схемка авторская, и автор не разрешает ее распространять, но вязать по ней можно. Поэтому смотрите внимательно. Если что, перематывайте. Надеюсь, все понятно, доступно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот несколько рядочков я провязала. Принцип узорчика понятен. Вот такая вот получается красота. Смотрите, красота у нас получается двусторонняя, да? Выбирайте сторону любую, как вы хотите. Но по мне так вот эта сторона, как бы, мне кажется, лицевая. А вот это вот, наверное, все-таки изнаночная, да? Хотя, как смотрите, как столбики вам нравятся, как выглядят, такая сторона у вас будет лицевая. В моем случае, моей пряжи узорчик вот так вот тянется. Вот так вот тянется. Вы пробуйте из своей пряжи, как он у вас будет тянуться. Узорчик можно взять как из толстой пряжи, так и из тонкой пряжи. Естественно, в зависимости от этого будет изделие. Да? Что это может быть? Топики, маечки, тоненькая пряжа летняя. Демисезонная пряжа, так скажем, зимняя пряжа. Это могут быть и интересные кофточки, кардиганчики. Почему бы не? Да, ну дырявчатые, ну ничего страшного. То есть что-то можно под низ одеть. И жилеточки. Я увидела данный узорчик. Мне кажется, будет классно смотреться в жилеточке. Как вам? Пробуйте, обязательно вяжите из разной пряжи, секционная пряжа. Вы можете даже разные сделать рядочки. То есть у вас будут одни, так скажем, веерочки с пышных столбиков одного цвета, другого цвета, третьего цвета. Кто вязал, если вдруг данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Нам будет интересно, что-то читает комментарий. Кто не вязал, еще подбрасывайте идейки, что можно связать. Вот такая красота. Давайте замерим. Если это моя рука, да, моя пряжа и, так скажем, моя плотность вязания, сколько это получится в сантиметрах. 34 воздушные петельки, то есть это в районе, ну вот, да, 17 сантиметров. А тут получается один веерочек, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И самый первый маленький наборный ряд 11. Давайте по самой верхней точке замерим. Ну вот, 10 получается с половинкой. Как вам? Угу. Отлично, отлично. В копилочку ваших узорчиков. Согласитесь, да? Ну, необычно, ну, дырявчато. Ну, такие тоже должны быть узорчики. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравится. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть самый верхний. Такой вот темненький колокольчик. И вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Ну что ж, всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.